Свет гаснет не всегда из-за одной причины. Иногда это ошибка в системе, иногда погода, иногда события, о которых предпочитают не говорить вслух. Но результат почти всегда одинаковый. Город внезапно оказывается без той среды, в которой он привык существовать. В условиях сильного мороза это ощущается не сразу как катастрофа, скорее как резкое обнажение уязвимости, которая раньше была скрыта комфортом. Что именно может запустить масштабный блэкаут зимой? Редкая солнечная вспышка, способная вывести из строя трансформаторы в момент пиковых нагрузок. Ледяной шторм, который обрывает линии и перегружает сеть за считанные часы. Авария на подстанции, которая не смогла выдержать морозов. Кибератака или удар по инфраструктуре в период, когда резервов почти нет. Или, быть может, цепочка мелких отказов, которые совпали в одну холодную ночь. И главное, почему даже развитые мегаполисы оказываются к этому плохо готовы именно зимой, когда цена ошибки выше. Электричество в мороз – это не только лампочка в ночи. От него напрямую зависит тепло в квартирах, работа котельных, циркуляция теплоносителя, подогрев воды, связь, транспорт, метро, медицины, магазины и сама возможность удерживать город в пригодном для жизни состоянии. Когда исчезает энергия, начинают ломаться системы, о которых обычно не думают. Насосы останавливаются, давление в теплотрассах падает, автоматика котлов уходит в аварийный режим. Вода в трубах остывает и начинает замерзать. Электронные платежи отключаются, транспорт либо останавливается, либо становится опасным. Город все еще стоит на месте, но в минус 30 это перестает быть укрытием. Что происходит с человеком в таком городе? Почему первые часы кажутся почти терпимыми, а настоящие проблемы приходят позже? В какой момент дискомфорт превращается в прямую угрозу жизни? Почему холод опаснее темноты, а потеря тепла быстрее и необратимее, чем потеря связи? И какие действия в условиях зимнего блэкаута действительно повышают шансы, а какие резко приближают трагедию? Стоит ли сразу пытаться уехать или безопаснее остаться? Что можно делать в первые сутки и чего категорически нельзя, даже если кажется, что иначе не выжить? Почему попытки согреться любыми средствами становятся причиной пожаров и отравлений? И правда ли, что главная опасность не паника и не преступность, а тихий отказ отопления, медицины и санитарии в морозном городе? Этот выпуск не про апокалипсис из кино. Он про реальные сценарии, которые уже происходили в холодных регионах разных стран. Про то, как города теряют устойчивость шаг за шагом, когда температура падает ниже нуля. И про то, почему понимание стадий кризиса дает человеку куда больше шансов, чем запасы физической силы или импровизированного героизма. Мы разберем, как именно начинается зимний блэкаут, что с ним связано, как он меняет город и поведение людей, и какие решения оказываются разумными, когда привычная инфраструктура перестает держать тепло. Именно на эти вопросы мы постараемся ответить до конца этого выпуска. Сначала это выглядит как мелочь. Свет моргнул, погасли лампы, затихли обогреватели. Лифт встал между этажами с доставщиком пиццы. В квартире становится тихо и как-то непривычно. Люди пишут друг другу: «У тебя тоже?» Выходят на лестничную площадку, быстро кутаясь в куртки, спрашивают у соседей. Кто-то шутит про свечи, пледы и шерстяные колготки. Кто-то включает фонарики и проверяет предохранители. На этом этапе почти все уверены, это ненадолго, отопление держится, стены еще теплые. Так начинается большинство крупных отключений зимой, с уверенностью, что тепло никуда не денется сразу. Эта уверенность важна, она удерживает от паники. Но в длительном блэкауте при минус 30 именно это становится ловушкой. Ведь по сути город в минусовую погоду существует, пока работают котельные, насосы, автоматика и диспетчерские. Электричество в этой системе не удобство, а условие, при котором вообще возможно отопление. Без него тепло начинает уходить медленно, но неумолимо. В первые часы ощутимы только мелкие изменения. Нет света, значит темнее. Нет интернета, значит тревожнее. Но очень быстрое исчезновение энергии начинает вытаскивать на поверхность реальные зависимости. Температура в квартире постепенно падает. Электроплита не работает. Газовые котлы в частных домах уходят в защиту из-за отсутствия питания.
Через сутки люди на верхних этажах замечают, что вода идет тонкой струей или исчезает вовсе. Насосы не качает. Трубы начинают схватываться льдом. И еще через день замерзают подъездные двери. Домофоны выходят из строя. Автоматика замков отказывает, а батареи становятся едва теплыми. Это все еще похоже на цепочку неудобств, но это уже не без света. Это начало охлаждения города как среды обитания. Проблема в том, что человеческая психика плохо оценивает медленные холодные угрозы. Мы реагируем на огонь и взрыв, а когда температура падает по градусу в час, мозг до последнего держится за мысль, что еще терпимо. В кризисной психологии это называют нормализацией. Пока стены стоят, а за окном все тот же двор не с замерзшей собакой, трудно признать, что жилье перестает быть безопасным. Отсюда типичная картина. Люди ждут слишком долго и начинают действовать тогда, когда трубы уже на грани разрыва, а квартира остыла до опасных значений. К концу первых суток появляется второй эффект – информационный вакуум, усиленный холодом. Связь нестабильна, телефоны разряжаются быстрее, зарядить их негде. Официальных сообщений мало, слухи расходятся быстрее фактов, мозг достраивает картину сам и почти всегда в худшую сторону. Отсюда резкие решения, попытки уехать по обледеневшим дорогам, массовое использование открытого огня и перегрузка немногих источников тепла. Холод подталкивает к действию, но не всегда к разумному. Через 2-3 дня меняется быт, буквально физически. Предметы становятся холодными на ощупь, пластик ломается, металл обжигает кожу. Холодильник превращается в морозильный ящик и наконец-то хорошо морозит кубики льда для шампанского. Но это уже не плюс, потому что продукты промерзают. Лопаются упаковки, вода в бутылках расширяется. Магазины, если они еще открыты, быстро пустеют. Все, что требовало тепла, становится проблемой. Хлеб черствеет, овощи перемерзают, а молочные продукты портятся. Крупные супермаркеты зависят от энергии и тепла сильнее, чем кажется. Отопление залов, складов, работа касс, освещение, охрана – все это требует питания. Генераторы работают ограниченное время. Топливо заканчивается, доставка невозможна, персонал не добирается из-за мороза. И в какой-то момент большинство магазинов закрывается не из-за паники или мародерства, а потому что здание без отопления и света просто перестает быть пригодным для работы и хранения людей и товаров. На этом этапе в морозном городе появляется новая география. География теплых и работающих мест. Люди начинают точно знать, где еще можно согреться, где выдают воду без льда, где работает аптека, где можно на несколько минут зарядить телефон или просто переждать холод. Город сжимается до коротких, продуманных маршрутов между такими точками. Все остальное перестает существовать. Очень быстро исчезает привычка выйти просто так. Любой выход из дома – это расчет, сколько времени на морозе, хватит ли сил и есть ли смысл. Это и есть первая настоящая перемена. Человек начинает жить не по расписанию, а по температуре и доступности тепла. Дальше включается самая недооцененная – усталость. Не физическая, а психологическая. Холод делает любую задачу тяжелее. Без света и связи жизнь не становится тише, она становится вязкой. Чтобы набрать воды, нужно не просто дойти, а не замерзнуть по дороге. Чтобы приготовить еду, нужно учитывать, что плита не работает, а руки плохо слушаются от холода. Чтобы просто понять, что происходит, и когда все вернется в норму, приходится собирать слухи, обрывки разговоров и редкие сообщения. Мозг перегружается от мелких, но непрерывных решений. Возникает состояние постоянного напряжения. Оно редко выглядит как паника, чаще как раздражительность, резкие реакции и конфликты из-за пустяков. Это предсказуемая реакция на длительный холод и неопределенность. Если отключение тянется неделю и больше, город входит в фазу системного дефицита, усиленного морозом. Здесь важно различать два вида нехватки. Первый – когда чего-то мало, но оно еще есть. Второй – когда разрушен сам механизм пополнения. В морозном городе критичен именно второй. Продовольственные цепочки не рассчитаны на работу при отключенной энергии и отрицательных температурах. Большая часть провизии существует в движении и в тепле. Как только транспорт, склады и торговля останавливаются,
Исчезает сама идея стабильного снабжения. То, что раньше казалось изобилием, десятки магазинов, кафе, сервисов, становится уязвимостью. Это инфраструктура потребления, а не выживания в холоде. Вода в этой ситуации становится главным индикатором серьезности происходящего. В мороз без электричества страдает не только подача, но и сами трубы. Даже если где-то вода еще идет, это не значит, что ее можно пить. Очистка нарушена, трубы промерзают, давление нестабильно. А когда воды нет совсем, санитария рушится мгновенно. В холоде это влияет на все. От здоровья до психики. Человек, который не может умыться теплой водой, постирать одежду, нормально воспользоваться туалетом, очень быстро теряет ощущение сначала комфорта, а потом и контроля. Сложно поверить, но потеря гигиены в мороз – это ускоренное истощение и ощущение загнанности. В долгих зимних кризисах именно это становится источником депрессии и агрессии. Многие интуитивно воспринимают мороз как врага, которого можно победить. Например, развести огонь, сжечь что угодно, нагреть воздух любой ценой. Реальность показывает обратное. Большинство трагедий в зимних блэкаутах происходит не от холода как такового, а от попыток согреться опасными способами. Открытый огонь в квартире – это риск пожара и отравления угарным газом. Даже если кажется, что все под контролем, достаточно одной ошибки, одной искры, одной неисправности, чтобы жилье стало ловушкой. Поэтому ответ на вопрос, можно ли сжечь мебель или включать самодельные обогреватели, звучит сомнительно. Ведь цена ошибки слишком высока, а в условиях, когда пожарные службы тоже работают с перебоями, такой риск становится почти фатальным. Если не для вас, то для других. В период таких суровых морозов условия людей ждет сокращение жилого пространства до одной комнаты. Многослойная одежда, перекрытие щелей, утепление окон подручными средствами, совместное пребывание, чтобы не терять тепло и не оставаться одному. И главное, постоянная оценка состояния, особенно у детей и пожилых. Холод опасен тем, что действует постепенно. Сначала ты просто мерзнешь, потом хуже думаешь, потом начинаешь ошибаться. Через 2-3 недели без устойчивой инфраструктуры начинается социальный сдвиг. Люди перестают обсуждать новости и начинают обсуждать ресурсы или умалчивать о них. Формируются локальные правила. Где-то соседи договариваются о дежурствах, совместном обогреве и помощи слабым. Где-то каждый закрывается в своей квартире, опасаясь лишнего контакта. Разница между этими сценариями огромна. Там, где есть элементарная кооперация, уровень тревоги падает, а шансы пережить холод растут. Там, где каждый сам за себя, любое взаимодействие начинает восприниматься как угроза, и риск конфликтов возрастает. Здесь важно трезво ответить на главный страх. Начнут ли люди нападать друг на друга ради ресурсов? Теоретически, да, дефицит всегда может вызвать насилие. Однако практически в большинстве реальных зимних кризисов это не становится нормой для большинства. Опасность обычно исходит от небольшой группы придурковатых людей и концентрируется в конкретных местах – очередях за провизией, водой, топливом или возле генераторов. Психология дефицита проста. Чем меньше у человека перспектив и ясности, тем выше вероятность импульсивных решений. Но если существуют понятные правила, точки помощи и хоть минимальная организация, уровень насилия остается ограниченным даже в тяжелые времена. Дальше формируется новая экономическая реальность. Электронные платежи исчезают, и люди вспоминают, что деньги бывают не только цифровыми. Наличные становятся важнее, но и они теряют ценность, если нет товаров и тепла. Возникает обмен, появляются локальные цены. Появляются люди, контролирующие доступ к генераторам, зарядкам, теплым помещениям, воде и топливу. Это не обязательно криминал, скорее находчивость, присущая некоторым людям. Чаще это новая форма влияния в малом масштабе. Тот, у кого есть тепло или источник энергии, получает власть. И чем дольше длится морозный блэкаут, тем заметнее становится этот перекос. На этом фоне решение остаться или уехать в морозный блэкаут перестает быть простым. Уехать не всегда возможно. Кто-то не может оставить родственников, кто-то физически не выдержит дорогу, у кого-то нет транспорта, а кто-то боится выезда в неизвестность в жуткую погоду. Но опыт длительных зимних кризисов показывает жесткую закономерность. Самые тяжелые исходы случаются,
когда люди тянут до последнего, а потом вынуждены уезжать одновременно с тысячами других, в условиях нехватки топлива, информации и пунктов обогрева. Ранний продуманный отъезд редко выглядит смело, но в такие времена почти всегда оказывается безопаснее. Люди едут туда, где еще работает инфраструктура, к родственникам, в меньшие города, в районы, где сохранились тепло, вода и медицина, туда, где развернуты пункты помощи и обогрева. Цель не выживать на пределе, а вернуться к минимальной нормальности, где можно согреться, спать, мыться, получать лекарства и планировать хотя бы на несколько дней вперед. Человеку в такие времена нужен не комфорт, ему нужен прогноз. А если кризис затягивается на месяцы, население почти неизбежно сокращается. Уезжают те, кто может, остаются те, кто не может или кому некуда. И в этот момент разговор о численности города превращается в вопрос, сколько людей смогут пережить следующую зиму. Такие процессы уже происходили в мире по разным причинам. И выглядят они одинаково. Сначала город держится на инерции, потом на отдельных опорах, а затем сжимается до зон, где еще есть тепло и минимальная поддержка. Самый неприятный вывод из всей этой картины в том, что спасает не особый способ выживания, а умение правильно определять стадию кризиса. Пока это неудобство, действуют одни правила. Когда это дефицит – другие. Когда рушится логистика – третьи. Когда исчезает тепло и вода в мороз – это уже вопрос здоровья и времени. И чем раньше человек признает переход между стадиями, тем больше у него остается вариантов. Поэтому трезвый взгляд на зимний блэкаут начинается не с вопроса, что делать в конце света, а с вопроса, какая система сейчас отказала и насколько это надолго. Если есть тепло и вода, даже при плохой связи город может держаться. Если есть связь и поставки, даже при холоде можно продержаться. Если же нет воды, нет тепла и нет медицины, это уже другой уровень риска. Именно поэтому так важно, чтобы были запасы провизии, лекарств и воды в каждой семье, независимо от того, где вы живете. И все же есть уровень, который не измеряется инфраструктурой. И это естественно. Но именно здесь становится видно, что человек остается человеком не за счет автономности, а за счет связи с другими. Простые действия. Предупредить об опасности, помочь соседу, поделиться информацией. Все это не выглядит значительным, но снижает общий риск сильнее, чем кажется. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился выпуск и он оказался полезным. Будем надеяться, что это все останется лишь в теории. Я буду признателен, если вы поддержите меня на Patreon и Boosty. Это даст мне стимул продолжать радовать вас новыми выпусками и не только о космосе. Ссылки будут в описании. В конечном итоге блэкаут закончится и свет вернется в дома. Но важнее то, с чем люди выйдут из темноты. С ощущением, что каждый был сам за себя, или с пониманием, что даже в самых жестких условиях можно сохранить человеческий способ жить рядом друг с другом.